Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 500 грамм фарша, у меня свино-говяжий. Также нам понадобится 2 куриных яйца. Вбиваем их в отдельную миску, один желток отставляем в сторону. А оставшиеся 2 белка желтком вливаем в фарш. Добавляем пол чайной ложки соли. И черный перец по вкусу. Добавляем пол чайной ложки специй к фаршу и половину чайной ложки копченой паприки. Также нам понадобится зелень. У меня по несколько стеблей укропа, петрушки и зеленого лука. Мелко нарезаем. Беру обычный фарш и лаваш, а получается такая вкуснятина. Очень вкусный обед или ужин за считанные минуты из простых и доступных продуктов на скорую руку. Прекрасное блюдо из лаваша на каждый день или к праздничному столу. Добавляем зелень к фаршу. Хорошенько перемешиваем фарш до однородности. Делим полученный фарш пополам. Также нам понадобится 150 грамм сыра, у меня со сметанным вкусом. Натираем на мелкой терке. На столе выкладываем лаваш диаметром 25 сантиметров. Смазываем лаваш растопленным сливочным маслом. На все блюдо нам понадобится примерно 10-15 грамм. Сверху лаваш посыпаем 1/3 частью сыра. Теперь выкладываем второй лаваш. Снова смазываем его сливочным маслом. На лаваш выкладываем половину подготовленного фарша. Равномерно распределяем, отступив от края 5-7 мм. Теперь тоненькими кружочками нарезаем несколько маринованных корнишонов. На фарш выкладываем половину подготовленных огурчиков. Сворачиваем лаваш рулетиком. Перекладываем в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой. Снова на столе выкладываем лаваш, смазываем растопленным сливочным маслом.
Посыпаем еще 1/3 частью натертого сыра. Поверх выкладываем еще один лаваш. Снова смазываем растопленным сливочным маслом. По лавашу равномерно раскладываем вторую половину фарша. Посыпаем нарезанными огурчиками. Сворачиваем рулетиком. И выкладываем в форму для выпекания. Отложенный куриный желток взбалтываем венчиком. Вливаем 2-3 столовые ложки молока. Перемешиваем. И смазываем рулетики из лаваша с фаршем. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени достаем рулетики с фаршем из духовки. Смазываем молоком с яйцом. Посыпаем оставшейся третьей частью сыра. Также посыпаем 1 столовой ложкой кунжута. Отправляем в духовку еще на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился. Просто заверните фарш в лаваш, и все будут в восторге. Вкуснятина из лаваша на обед или ужин для всей семьи. Лаваш с фаршем в духовке – это не только простое, но и очень вкусное блюдо. Все соседи будут просить рецепт. Все очень просто, а понадобятся самые простые продукты. Буквально несколько минут, и пирог готов. Всего несколько минут, и вкусный обед или ужин на столе. Просто поставьте лаваш в духовку. Дешево и полезно. Закусочные рулеты из лаваша для праздничного стола. Он такой вкусный, что готовлю 2 раза в день и просят еще. Быстро и вкусно из лаваша и фарша. Готовлю, когда мало времени, съедается моментально. Готовить дома легко, просто и вкусно. Один огурец нарезаем слайсами. На стол выкладываем один лаваш, на него второй и отрезаем узкие края. Затем первый лаваш смазываем 2-3 столовыми ложками майонеза. На него выкладываем второй лаваш. Также смазываем 2-3 столовыми ложками майонеза. На лаваш натираем 3 отваренных вкрутую яйца на мелкой терке, отступив от верхнего края несколько сантиметров. Теперь на крупной терке натираем 2 плавленых сырка, я их предварительно заморозила. Равномерно распределяем по лавашу, также отступив от верхнего края несколько сантиметров. Теперь, отступив от нижнего края несколько сантиметров, выкладываем огурцы. Теперь выкладываем шпроты. Аккуратно, но туго заворачиваем рулетиком. Для удобства рулет разрезаем пополам. Накрываем пакетом и отправляем в холодильник на 20-30 минут. Затем рулетики нарезаем порционно и подаем к столу. Лаваш получается очень нежным, сочным и вкусным. При помощи овощечистки нарезаем слайсами 1 огурец. Измельчаем несколько стеблей укропа. Нарезаем 200 грамм слабосоленой красной рыбы. На стол выкладываем 2 лаваша. Обрезаем узкие края.
Смазываем нижний лаваш половиной порции сыра Филадельфия. Посыпаем укропом. Выкладываем второй лаваш. Смазываем его оставшимся сыром Филадельфия. По центру выкладываем листья салата. В центр листа салата выкладываем красную рыбу. Также с двух сторон от листьев салата. Теперь огурцы. И если осталось место, красную рыбу. Как можно плотнее сворачиваем рулетиком. Разрезаем пополам, накрываем пакетом и отправляем в холодильник на 40-60 минут настояться. Рулет из лаваша с красной рыбой готов. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Соломкой нарезаем копченую куриную грудку. Также соломкой нарезаем 2 свежих огурца. Выкладываем лаваш на стол. У меня длинный, я его разрезаю пополам. Оставляем на столе один лаваш и смазываем его половиной порции плавленого сыра. Выкладываем вторую часть лаваша и также смазываем его оставшимся плавленным сыром. Теперь поочередно выкладываем половину копченой куриной грудки, половину порции моркови по-корейски, половину нарезанных огурцов. Повторяем процесс. Несколько сантиметров верхнего края лаваша должны быть свободны от начинки. Как можно плотнее сворачиваем рулетиком. Для удобства разрезаем пополам, накрываем пакетом или пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30-60 минут. По истечении времени нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Рулетики из лаваша получаются красивыми, с ярким и насыщенным вкусом. С консервированного тунца в собственном соку сливаем жидкость. Перекладываем тунец в отдельную тарелочку. У меня тунец для салата маленькими кусочками. Если у вас большие, разделываем их на более мелкие. Мелким кубиком нарезаем половинку ялтинского лука. Добавляем щепотку соли и щепотку сахара. Перемешиваем. Измельчаем несколько стеблей зеленого лука. Можно добавить еще несколько стеблей укропа. Добавляем лук и зеленый лук к тунцу. Добавляем 1 столовую ложку жидкости из тунца. Перемешиваем. Отставляем в сторону. В отдельную тарелку натираем на мелкой терке 150 грамм сыра, у меня сметанный. Отдельно натираем 4 отваренных вкрутую яйца. Приготовим соус. Смешиваем 100 грамм майонеза, у меня сметанный, с оставшимся соком из тунца, 1,5-2 столовые ложки. На стол выкладываем 3 лаваша, отрезаем узкие края. Смазываем лаваш 1/3 частью соуса. Выкладываем яйца и равномерно распределяем их. Накрываем вторым лавашом. Также смазываем 1/3 частью соуса, равномерно распределяем и посыпаем тертым сыром. Выкладываем третий лаваш, смазываем оставшимся соусом, выкладываем тунец с луком, отступив от верхнего края несколько сантиметров. Сворачиваем рулетиком как можно плотнее. Разрезаем пополам, накрываем пакетиком и отправляем в холодильник минимум на 30 минут, а лучше на 1,5-2 часа. Закуска мимоза в лаваше получается очень вкусной, лаваш мягкий и нежный. Сегодня готовлю вкусный рулет из лаваша со шпротами. Нарезаем полосками 1 сладкий красный перец. Также полосками нарезаем 1 свежий огурец. На стол выкладываем 2 лаваша и обрезаем узкие края. Оставляем 1 лаваш и смазываем половиной порции плавленного сыра.
Сверху выкладываем второй лаваш. Также смазываем плавленым сыром. На мелкой терке натираем 2 отваренных крутую яйца и равномерно распределяем по лавашу, отступив от нижнего края примерно 1 см, а от верхнего 2-3. Теперь поочередно выкладываем болгарский перец, огурцы и шпроты. Повторяем процесс. Затем аккуратно, но плотно и туго сворачиваем лаваш рулетиком. Разрезаем пополам, накрываем пакетами и отправляем в холодильник настояться на полчаса-час. По истечении времени нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Закуска из лаваша со шпротами получается яркой, сочной и очень вкусной. Сегодня готовлю очень вкусную и сочную закуску из лаваша. Соломкой нарезаем 3 свежих огурца. Мелко нарезаем полпучка укропа. Приготовим соус. Смешиваем 4 столовые ложки майонеза с 4 столовыми ложками кетчупа и 2 чайными ложками французского соуса с горчицей. На мелкой терке натираем 200 грамм сыра моцарелла. На стол выкладываем 3 лаваша, обрезаем узкие края. Оставляем на столе 1 лаваш и полностью посыпаем его тертым сыром. Выкладываем второй лаваш. Смазываем половиной порции соуса. Посыпаем укропом. И отступив от верхнего края несколько сантиметров, раскладываем пучок листьев салата, разрывая руками на небольшие кусочки. Выкладываем 3-й лист лаваша, смазываем второй половиной соуса. Также отступив несколько сантиметров от верхнего края, раскладываем 300 грамм моркови по-корейски. Сверху выкладываем нарезанные огурцы. Туго сворачиваем рулетиком. Для удобства разрезаем рулет пополам, накрываем пакетом или пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа настояться. Рулет из лаваша готов, нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Получается очень вкусно и сочно, прекрасная закуска к пикнику и к любому праздничному столу. Сегодня готовлю вкусный рулет из лаваша с крабовыми палочками и пекинской капустой. Тоненько нарезаем 100 грамм пекинской капусты. Вдоль на 4 части разрезаем крабовые палочки. На крупной терке натираем 3 отваренных крутую яйца. На мелкой терке натираем 100 грамм сыра. На столе выкладываем лаваш. На лаваш выкладываем 2-3 столовые ложки майонеза. Равномерно смазываем весь лаваш. Посыпаем тертым сыром. Накрываем вторым лавашом. Второй лаваш также смазываем 2-3 столовыми ложками майонеза. Затем на лаваш, отступив от верхнего и нижнего края по несколько сантиметров, выкладываем яйца. На яйца 150 грамм консервированной кукурузки. Вдоль выложенной начинки до середины выкладываем пекинскую капусту. А на вторую половину крабовые палочки. По возможности туго сворачиваем рулетиком. Для удобства рулет разрезаем пополам.
Накрываем пакетом или пищевой пленкой и оставляем на час настояться. Затем рулет из лаваша нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Рулет получается вкусным и ярким. Сегодня готовлю очень вкусный завтрак или перекус для всей семьи. Небольшим кубиком нарезаем 200 грамм докторской колбаски. Мелким кубиком нарезаем половину ялтинского лука. Кубиком нарезаем 2 средних томата. На крупной терке натираем 200 грамм сыра моцарелла. Приготовим соус. Нам понадобится 3 столовые ложки кетчупа и майонеза. Перемешиваем. Тонкими полосками нарезаем 300 грамм лаваша. В миску вбиваем 3 яйца. Добавляем 100 мл молока и соль по вкусу. Перемешиваем. Добавляем нарезанный лаваш. Снова перемешиваем. Перекладываем полученную массу в форму для выпекания, смазанную растительным маслом. Равномерно распределяем, слегка уплотняем. Смазываем соусом. Посыпаем луком, колбасой, 100 граммами отваренной или консервированной кукурузы, помидорами и сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Смотрите по своей духовке. Пицца из лаваша готова. Получается очень вкусной, сочной и сытной. Готовится легко. Сегодня готовлю очень вкусную закуску из лаваша с курицей. Мелко нарезаем 3 зубчика чеснока. Лук нарезаем полукольцами. Небольшим кубиком нарезаем 400 грамм куриной грудки. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем лук с чесноком до легкой золотистости, периодически перемешивая на умеренном огне. К обжаренным луку и чесноку добавляем куриную грудку, перемешиваем и обжариваем до готовности, также периодически перемешивая на умеренном огне. Добавляем нарезанный небольшим кубиком болгарский перец, у меня свежемороженый, я его не размораживаю, и 100 грамм сметаны 15% жирности. Добавляем соль по вкусу, специи к курице и сладкую паприку, перемешиваем. Тушим 1-2 минуты на умеренном огне, начинка готова. При помощи ножа и чашки обрезаем лаваш, чтобы получились кружочки. Из 3 лавашей получается 36 кружочков. Остатки лаваша не выбрасываем, из них можно приготовить ленивый пирог или завтрак. Ссылочку на рецепт я оставлю в описании. На крупной терке натираем 100 грамм сыра, у меня российский. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Берем 2 кружочка лаваша и в центр выкладываем 1,5 столовые ложки начинки. Складываем пополам, выкладываем в форму. Продолжаем выкладывать заготовки по кругу. Посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Смотрите по своей духовке. Закуска из лаваша с курицей готова. Блюдо получается очень вкусным, сочным, с ярким и насыщенным вкусом. Произвольно нарезаем лук. Отправляем в чашу блендера. Измельчаем. Добавляем 500 граммов фарша, у меня свино-говяжий. Добавляем соль по вкусу и специи к мясу. Перемешиваем до однородности фарша. Лаваш размером 60 см на 30 разрезаем по длинной стороне на 3 примерно одинаковые части. На каждую часть выкладываем по 1/3 части фарша и равномерно распределяем, отступив от верхнего и нижнего края по 1 см.
Сворачиваем рулетиком. Приготовим заливку. В миску вбиваем 2 яйца, добавляем 3 столовые ложки сметаны. Соль по вкусу с учетом солености сыра он будет в заливке. Перемешиваем. Добавляем натертый на крупной терке сыр. Снова перемешиваем. Форму для выпекания диаметром 23 см смазываем растительным маслом. Начиная от центра выкладываем рулетики из лаваша, закручивая их по спирали. Заливаем заливкой, равномерно распределяем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Смотрите по своей духовке. Пирог улитка из лаваша с фаршем готов. Он получается вкусным и сытным. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.